Хоп! И уже не по центру. Да. Хоп! И опять в центре. Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Сегодня мы поднимем новую важную тему, а именно ошибки новичков. Они делятся на два типа. Первое — это когда люди смотрят у нас интернет, YouTube или на соревнования где-то это смотрят, и потом говорят: вот смотри, вот такой-то спортсмен, вот он так-то делает, и у него все отлично, я тоже так буду делать. И вторая категория — это самоучки. Те люди, которые по каким-то причинам не имеют возможности заниматься с тренером или в тире. Может быть, далеко живут, может быть, ограничены в средствах. Причин много. И сегодня мы рассмотрим базовые принципы и почему это так важно. Итак, важным моментом здесь являются приоритеты, которые вы должны для себя расставлять. Основная ошибка в том, что большинство стрелков из лука начинают гнаться сразу за материальной частью. Они хотят там себе крутой лук и считают, что из крутого лука будут круто попадать. Некая доля правды в этом есть, но, ребят, если у вас как бы не поставлен выстрел, если нет самой техники, то хорошего результата вы не дождетесь. Итак, техника важна, и сегодня мы начнем со стойки. Почему именно со стойки? Стойка, друзья мои, это фундамент вашего выстрела. Многие торопятся освоить сразу все элементы. Некоторые даже тренеры об этом говорят, что надо выучить это, то, пятое, десятое и так далее. И просто люди как бы прошагивают этот вариант, и некоторые ошибки сами собой появляются только потому, что мы так устроены с вами, друзья мои. Поэтому эти ошибки характерны абсолютно для всех, кто когда-либо начинал заниматься стрельбой из лука. Иногда они встречаются даже у тех, кто уже и не первый день даже занимается. Итак, основными ошибками в стойке является отклонение корпуса назад от цели, иногда достаточно сильное, и отклонение или прогиб также в этой плоскости. Когда люди садятся на поясницу, когда они сутулятся, когда они наоборот выгибают грудь, неважно, отклоняются от прямого вертикального положения. Рассмотрим причины и рассмотрим, как с этим бороться. И, в принципе, сейчас быстренько пробежимся по стойкам, какие бывают и какие, в принципе, оптимальны. Важно понимать базовый принцип. Хорошая стойка, когда вы используете минимум мышц и по максимуму костей. Стойки бывают разные. Кто-то так стоит, кто-то так стоит, кто-то там хитро так, кто-то хитро так. У нас основных стойки выделено 3. Я, например, своим ученикам рекомендую всегда начинать с так называемой прямой стойки. Когда мы, у нас, например, линия стрельбы, вот так вот прям, если возьмем, прям на камеру, и мы четко перпендикулярно этому направлению стоим. То есть ноги у нас на одной линии. Желательно, чтобы при этом они у нас были на ширине плеч. И тогда у нас стопы, колени, бедра, плечи, все находится на одной линии, все себя само держит. И это позволяет вам при минимальном напряжении занять наиболее устойчивое положение. Далее, колени. С коленями очень часто люди ошибаются. Они забывают, что колени нужно до конца выпрямлять. И здесь две ошибки. Либо у людей колени согнуты, одно, оба, неважно. Либо наоборот, они их чрезмерно выгибают, напрягают для этого все мышцы. В какой-то момент это приводит к болям в колене, усталости, и опять же стойка в какой-то момент разваливается. Бедра. С бедрами тоже интересная тема. В обычной жизни, особенно мужчины, мы как привыкли, встречать все с открытой грудью, мы такие, мы крутые. Из-за этого в большинстве случаев наблюдается характерный прогиб вот здесь вот в пояснице. А если еще работа сидячая, еще добавляется сутулость у нас. И вот мы сидим, все время где-то что-то печатаем, водим машину, и это все переносится на стрельбу из лука. И первое, о чем забывают большинство людей, это то, чтобы получить хорошее устойчивое положение корпуса, нам нужно просто выпрямиться, исправить все это. Надо подтянуть поясницу, чуть-чуть повернуть бедра, выпрямить колени, мы про это уже говорили, опустить грудную клетку, но незначительно, чтобы у нас не было ни сутулости, чтобы у нас не было вот здесь вот прогиба какого-то. Поэтому просто здесь все выровнять, найти положение, в котором мы расслаблены, но тем не менее чувствуем весь корпус. Хорошим критерием для определения устойчивости вашего положения является то, что вы, как бы вы с луком не работали, что в момент растяжения лука, что в момент дотяга, что в момент выстрела и после выстрела, вы сохраняете положение. Вас не качает, вы никуда не уходите в сторону, не падаете на пятки, не валитесь вперед на носки, не следуете за луком, не отваливаетесь от лука назад.
вот этих всех вещей не наблюдается. Если что-то происходит, значит, вам нужно опять вернуться к вашей стойке, поискать, где что не так, где что нужно доработать. Итак, как выровнять, да, нам положение корпуса? Ну, здесь есть несколько путей. Самый простой – это если тренер за вами смотрит и вас поправляет. Но всегда есть место для самостоятельной работы. Работаем с зеркалом. Это вот прям самое распространенное и самое простое, что мы можем себе позволить. То есть просто перед зеркалом встаем в этом положении, да, смотрим, чтобы корпус у нас ровно стоял. В этом положении смотрим, чтобы все вертикально стояло. И учимся соотносить то, что мы видим, с тем, что мы ощущаем. То есть учим свои рецепторы правильно реагировать, правильно понимать положение нашего тела. В большинстве случаев вы удивитесь. Вы стоите вот так, и со стороны видно, что вы стоите вот так. Для вас будет ощущение, что вы прямо великолепно исполняете выстрел, прямо можно уже на Олимпиаду отправлять. Дело в том, что уходит некоторое количество времени на то, чтобы связать, да, настоящее положение вашего тела, привычное, да, с тем, что на самом деле вы в зеркале видите. Можно использовать видеосъемку, тоже помогает. Здесь просто чуть медленнее обратная связь. Вам надо себя снять, вам надо посмотреть, вам надо исправить. То есть с зеркалом всегда более наглядно, более доступно. Что вызывает у нас отклонение корпуса назад? Ну, очевидная вещь. Как бы. У нас в этой руке лук, он имеет вес. И просто так его поднять не всегда получается. Мы автоматически включаем самые мощные наши мышцы, чтобы что-то тяжелое поднять. Да, мы задействуем спину, и она помогает нам поднять любой предмет. Мышцы там более сильные. Плюс за счет того, что мы отклоняемся назад, мы уменьшаем рычаг, нам становится легче. И в большинстве случаев как бы вот именно это и приводит к отклонению корпуса назад. Вторая причина. Люди зачастую начинают растягивать лук вместе с его подъемом. И таким образом тоже затягивают себя назад. Здесь еще и другая проблема возникает с плечом, но мы об этом поговорим чуть позже. Отклонение корпуса назад в этой плоскости также связано с тем, как мы лук растягиваем. Да? Мы начинаем его растягивать, в какой-то момент включается опять спина, и она нам помогает, да, в кавычках, растягивать лук, таким образом выгибая нашу спину, выгибая нашу поясницу. То есть здесь разные бывают варианты. Чем все это чревато? Ну, во-первых, мы теряем устойчивость. Во-вторых, мы теряем контроль над левой рукой, мы теряем контроль над тягой, да, в случае, если мы отклоняемся. Мы оказываемся зажаты в суставах, мы не можем выполнить правильно движение, и из-за этого мы не можем получить хороший, стабильный результат. Поэтому с этим надо бороться. И вот, ребят, как бы все должно быть поэтапно. Поэтому начинайте искать проблемы всегда со стойки. Выправите свою стойку, доведите ее до хорошего, да, ровного, устойчивого состояния. Научитесь повторять это движение, а потом уже можно идти дальше. Как бороться, как исправлять эти ошибки? Ну, очевидно, если отклонение корпуса назад у нас вызывает, да, включение мышц спины для поднятия тяжелого предмета типа лука, нам нужно наработать для этого другое движение, использовать другие мышцы, выключить спину. Поэтому здесь мы, да, четко следим за собой в зеркало, прям становимся напротив него. И сначала учимся просто поднимать руку. Берем и поднимаем. Следим за плечом, да, плечо у нас тоже не должно подниматься. И поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем. Чуть выше уровня плеч можно поднять. Здесь еще, ребят, бывает, если достаточно скован сустав, да, не растянуты мышцы, еще что-то в ограниченных движениях, да, то как только рука поднимается выше уровня плеч, это тоже в какой-то момент может вызывать отклонение корпуса. Ну, не идет дальше рука у вас. Если такое случилось, здесь надо нам еще и суставы немножечко разрабатывать. После того, как вы научились, да, поддерживать это правильное, ровное положение корпуса и при этом поднимать свободно руку, начинаем потихонечку руку нагружать. Что это может быть? Легкая гантеля какая-то. Нет гантели, возьмите маленькую там пол-литровую бутылку воды, налейте ее воды, с ней поднимайте. Если у вас есть какой-нибудь жгут, ну-ка, оп, например, такой, можете его использовать. То есть мы сначала слабым жгутом, да, слабое усилие вот берете,
так нагружаем. И вот следите, чтобы вы сохраняли это положение, да, чтобы не было вот этого поднятия. Чтобы здесь только рука у вас работала. Вот. Закрепили этот навык, усилили чуть-чуть жгут. Взяли там помощнее, взяли покороче. То же самое все, ребят, стараемся делать. И следим за тем, чтобы сохранялась поза. И еще здесь следите за внутренним напряжением. Если вас вызывает это чрезмерное напряжение, прям изо всей силы там пытаетесь поднять, и при этом все внутри прям изо всех сил напряжено, чуть-чуть поменьше веса себе сделайте. То есть нужно просто мышцы ваши укрепить. Вот, все должно быть легко и просто. Потом вы это перенесете на свою стрельбу. Наработали со жгутом, наработали там с гантелей, неважно что. Переходим к луку. И опять же, следите за тем, чтобы сохранять эту позу. Поднимаете лук, опускаете. Поднимаете, опускаете. Пока даже можно не натягивать. Вам нужно именно вот привыкнуть к тому, что вы сохраняете свое положение. Здесь только руки двигаются. Ни голова, ни корпус, ничего. Все остается на месте. Выровнялись, подняли. Руки сюда, руки сюда, руки сюда, руки сюда. При этом следим, да, чтобы вас никуда не качало. Ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Сохранять единое положение. Здесь еще дополнительно какие бывают ошибки. Вроде бы люди стоят прямо, да, начинают поднимать лук, раз, и на пятки отклоняются. Да? Второе, наоборот, к луку стараются прижать. То есть опять стоим вроде бы ровно, начинают поднимать, раз, вперед пошли. Этого движения тоже не должно быть. Как встали, все, больше ничего не двигаем, только руки. Подняли, опустили, подняли, опустили. Ребята, это очень важный момент, потому что это потом вам пригодится в дальнейшем, да, когда уже будет прицеливание, когда уже будет выстрел. Если вы при этом будете раскачиваться, меняется положение руки, меняется положение головы, много чего меняется на самом деле. И вы никогда не сделаете подряд 2 хороших выстрела. Ну, может быть, вы везучий, 2, там 3, может быть, сделаете, ладно, но не больше. Ну и теперь пару слов, да, о том, как вылечить вот этот прогиб. Как я уже говорил, в большинстве случаев он связан либо с тем, что вы зажаты в суставах, да, они малоподвижны, и нужно это дело разрабатывать, растягивать. Вот. Второе может быть связано с тем, что мышцы спины, они есть, да, но слабенькие, а грудные мышцы могут быть сильнее и перетягивают. И вам потихонечку нужно учиться расслаблять свои грудные мышцы и потихонечку включать в работу мышцы спины. Как это сделать? Опять же, нам поможет жгут. Тут ничего как бы сложного нет. Для того, чтобы проработать суставы, можно начать с проворотов. Вот сначала делать со жгутом, потом можно делать с чем-нибудь там твердым, там, с грифом от штанги некоторые делают, некоторые просто с древком от метлы. То есть берем, здесь важно, чтобы руки у вас были прямые, да, и проворачиваете одну сторону, другую. По мере того, как вы учитесь этому движению, да, можно брать жгут там потуже, руки поуже. И то же самое. Вот. В одну сторону, в другую. Здесь вот сейчас, видите, да, сам в движениях скован. Поэтому за счет того, что у нас жгут, да, он немножечко растягивается, немножко стягивается, позволяет это движение сделать. Стремитесь к тому, чтобы амплитуда потихонечку у вас увеличивалась. Здесь следите за такими важными моментами, чтобы делать это ровно. Вот, руки ровные, и вы их ровно обе подняли, обе назад завели, обе опять вперед вернули. То есть, чтобы не там как-то не пролезали под эту перекладину, не изгибались так, там сяк. То есть следите. Можно это тоже делать перед зеркалом. Вот. Второе. Закачиваем мышцы спины потихонечку. Также берем жгут, также следим за тем, чтобы руки были ровные. Да? Растянули здесь до упора, растянули здесь до упора. Эту поднимать? Да, вот так. Вот так. Ничего себе. Ну-ка. Вот так, что ли? Да. Ты просто еще на фоне линии горизонта. И там, это горизонт заваленный. Там людям есть чем сравнить. Ровно делаем, ребят, ровно. Следим прямо перед зеркалом. Если нет зеркала, попросите кого-нибудь, чтобы со стороны посмотрел, как за мной. Таким образом, потихонечку, руки задвигаются, плечи освободятся, да? Шею свою не забываем расслабить, вот здесь вот, после тяжелого рабочего дня. И в какой-то момент начинаем делать то же самое перед зеркалом. Можете, опять же, со жгутом это все делать. Взяли, уперлись и следим, да? Чтобы вы растягивали, положение корпуса не менялось, положение головы не менялось. Там слишком легко, взяли потуже жгут. То же самое опять.
Раз, сюда пошли. Раз. И следим здесь только за положением корпуса. А другие вещи отдельно потом рассмотрим. Вот и все, что я хотел сегодня сказать вам про стойку. Есть и другие моменты. Ребят, если интересно, пишите в комментариях, сделаем отдельное видео. Надеюсь, вам мои советы помогут. Хорошего вам дня, стреляйте метко, до встречи в сети. Пока.